Друзья, оказывается, этот канал и эти видео, которые мне хочется очень делать, они отнимают столько времени, что это начинает отвлекать меня от моей основной работы. Я работаю как энерготерапевт. И это в том числе начинает понижать доходную часть от моей основной деятельности. А мне надо поддерживать своих близких. Поэтому, если вы сможете поддержать этот канал, развитие этого канала своими подписками, своими донатами, ссылки будут внизу, то я буду вам очень благодарен и смогу работать дальше. А теперь начинаем. Некоторые рассматривают медитацию как вещь в себе, как конечный итог, к которому нужно прийти, научиться медитации. И что-то там потом произойдет. На самом деле не совсем так. Медитация это, можно сказать, что это инструмент, а можно сказать, что это состояние, это среда, в которой вы можете работать над той или иной задачей. И мы с вами уже много раз этим занимались и много раз пользовались медитацией как инструментом. Когда мы практиковали анапану, наблюдали за ощущениями, которые возникают, и тем самым мы тренировали свой ум. Когда мы занимались в практике цигун, занимались преобразованием своей энергии, вообще управляли энергией, мы все это делали в состоянии медитации. Есть различные уровни состояния медитации, состояния погружения в медитацию. Начиная от простого, когда практикующий сидит расслабленно, не шевелится и останавливает свой внутренний диалог, успокаивает свой ум и в таком расслабленном состоянии пребывает. И до уровня, когда тело практически останавливается, энергии и физическое тело и нижние слои ментальной части все останавливаются и находятся практически в стазисе. И работает только духовная часть. Это состояние называют в практике самадхи. Это может длиться очень долго, и это практически такое очень глубокое погружение. И решать можно там очень глубокие и серьезные задачи, находить ответы на эти вопросы. Так вот, различные уровни – это все равно уровни погружения в медитацию. А что мы там, в этом состоянии, чем мы там занимаемся, ищем ответы на какие-то вопросы или что-то изучаем, то это уже сам процесс, сама работа, в общем-то, сама цель – захождение и пребывание в состоянии медитации. А что значит уровень погружения в медитацию? Это степень, в которой вы не взаимодействуете, не пребываете с окружающими сигналами. Что значит не пребывать? Когда мы практикуем, находимся в медитации, мы же не можем себе взять и голову укутать там одеялом или залить воском уши. Все равно эти сигналы вокруг есть, и они присутствуют, никуда не денешься. Даже если мы попадаем в какую-то пещеру, в глубокую, там все равно есть. Есть, хоть и нету звуков, нету движения воздуха, допустим, но там есть температура, там есть твердость той поверхности, на которой мы находимся. Все равно эти сигналы существуют. Но они существуют во внешнем мире. Мы занимаемся у себя внутри. А вот пребывание – это взаимодействие с окружающими сигналами. Допустим, проехала машина, когда вы медитируете. И если вы даже не заметили, может быть, ее, звук все равно был. Ваши органы слуха этот звук отфиксировали. Но если вы не взаимодействуете с этим звуком машины, то тогда вы не пребываете. А если вы начинаете отслеживать и фиксировать его, то дальше ваш ум начинает достраивать. На самом деле это были просто колебания воздуха, этот звук был. А ум начинает достраивать. А, это машина. А, это такая-то машина. Вот, потом начинает говорить, ох, как мне трудно медитировать, когда я слышу этот звук. Почему же они есть? И так далее, и так далее. Начинает накручивать. И медитация. Либо вы всплываете на поверхность, либо вообще все прекращается. Каждая задача требует свою глубину медитации. Если вопрос стоит там успокоить ум, то мы вот погружаемся на один уровень.
Если очень серьезные вещи о понимании, что такое жизнь, смерть, в устройстве мироздания, то придется заглубиться очень глубоко и в этом состоянии глубокой медитации пребывать очень долго. Различные есть уровни. Мы же начнем с самого первого. Самого первого и будем успокаивать наш ум. В практике анапаны мы превращали свой ум в инструмент. Мы его дрессировали. Мы его превращали в отточенный, четкий инструмент, который нам послушен. Сейчас же мы с вами будем этот ум просто убирать. Его деятельность мы будем останавливать. Для того, чтобы всплыли более глубокие, более тонкие и такие более фундаментальные слои нашей ментальной части. Что мы будем делать? Мы будем представлять, визуализировать себе поверхность воды какого-либо водоема. И неважно размеры этого водоема, неважно берега, какие они там есть, их даже не нужно вообще представлять. Только поверхность воды. И мы будем понимать, что как только у нас появляется движение и проявление деятельности нашего ума, так сразу же на поверхности воды начинается волнение. И наша задача это волнение исключить и превратить поверхность воды в такую зеркальную. Конечно, даже если в природе, когда ветер стих, то все равно волна идет какое-то время, а потом потихонечку затихает. Так и здесь, когда вы сели в медитацию, когда вы зашли в состояние медитации, визуализировали это, скорее всего, это будет довольно-таки сложно успокоенный водоем увидеть. Будет такой бурный. Но постепенно, по мере того, как вы успокаиваетесь, расслабляетесь, вода будет затихать, стихать, разглаживаться, а потом снова волна пойдет. Это значит, что ваш ум что-то выкинул, подкинул. И вот как обратная связь мы будем успокаивать воду до состояния гладкой поверхности. Такой лайфхак, подсказка. Как только вы увидите гладкую поверхность, попробуйте сковать ее тонкой коркой льда. И это поможет вам удержать. Потом снова все сколыхнется, и снова та же работа. И постепенно, все дольше и дольше у вас будет вода в таком тихом состоянии. А это значит, что и ум ваш будет в тихом состоянии. Вот такая практика. Не нужно смотреть и думать об этом озере, какое это озеро, или какой это бассейн там, или океан, никакие там берега. Просто поверхность воды. И не нужно это делать очень большим пространством. Допустим, вот у вас есть в вашем внутреннем взоре, внутри вашего там, объема, который вы контролируете, небольшая поверхность воды. Даже проще начинать с небольшой. Потом все можно раздвигать. А потом станет легко. А потом увидите, что ум стал тихим, спокойным, когда вам нужно. Это практика, которую нужно воспринять как задачу и ею заниматься. И я хотел с вами поделиться своим личным опытом, как я боролся с этими мыслями на заре борьбы моей. Это даже не борьба, нет, это неправильное слово борьба. Как я с ними, вот, как угомонил все это. Было два способа у меня. Первый способ это, я представлял себе, что я вот в состоянии, когда очень много мыслей, и вот беспокойство этого ума, это все равно, что я в толпе в какой-то, в которой есть и люди, и животные, и там машины, какие-то движущиеся предметы. И я вот по какой-то пыльной дороге бегу вместе с этим потоком, пылища, ничего не вижу, ничего не понимаю, воздуха не хватает, грохот и так далее. И вдруг мне это в медитации как раз приходилось, что ну зачем мне это нужно, вот эта беготня, вот эта суета. И я брал и отступал, вставал на обочину этой дороги и не бежал вместе со всеми. Просто наблюдал, как все бегут, а сам не бегу.
И вдруг оказывается, что никто и не бежал никуда. Сам процесс вот этого бега был порождаем мною. Я в своей суете все это порождал. И как только я переставал бежать и просто начинал наблюдать, как все вот эти вот персонажи, которые вроде бы со мной бежали, они начинали истончаться и исчезали, и все останавливалось, пыль улегалась, и мир становился таким очень чистым и ясным. И находился. Если меня ум снова толкал бежать в эту и создавать опять вот эту суету, то я старался удержаться на месте. Это один способ. Второй способ, это я представлял себе, что мой внутренний мир, такой немножко даже мультяшный дворик с красивым домиком, зеленой травкой, с какими-то деревцами, все очень аккуратно, тихо, спокойно, какие-то дорожки песчаные, ну просто замечательные, и такие краски прямо, да, вот мультяшные. И все хорошо, и вдруг в какой-то момент в этот дворик залетает куча сумасшедших обезьян. Ну таких, очень буйных, и они скачут с одной стороны в другую, и все рушат, все тревожат, и вот эта картинка вся разрушается моя, весь мой мир. И я понимал, что это вот это мои мысли скачущие, которые не дают мне вот такое, пребывать в таком покое и гармонии. И что же было делать? Конечно, нельзя было нападать агрессивно на этих обезьян, кидать в них камни, ругаться на них и гнать. Потому что это мои же порождения. И они питаются моей энергией. И если я начинаю их атаковать, там, гнать эти мысли, допустим, да, там, или нервничать по их поводу, то они еще больше получают энергии, и вот эти обезьяны еще активнее начинают скакать. Их еще больше становится. У меня справа, где-то в углу, я помню, был такой загончик для этих обезьян. И я их, когда фиксировал, ага, вот это вот, я ее брал и сажал. Так же, как и в предыдущем примере, волна – это моя мысль, обезьяна – это тоже моя мысль. Я ее брал и сажал на веревочку, привязан. Другую обезьяну. Как только я сажал третью обезьяну, выяснялось, что обезьян-то всего 3-4, не больше. Потому что наш мозг может, в общем-то, отслеживать и впитывать одновременно 3-4 мысли, не больше. И когда я их убирал, они переставали друг друга порождать, подталкивать, подпихивать. И вот эта суета успокаивалась. И вдруг появлялась еще какая-то обезьянка. Я ее раз сажал. Я с ними обходился очень доброжелательно. Не нервничал, потому что это сразу же питает их, они начинают буйствовать. И когда мне нужно, там, не знаю, чтобы они были на поверхности, о каком-то празднике, в общении с друзьями, там, шутки и так далее. Я их выпускал, они пусть скачут. Но когда мне не нужно, я их убирал. И постепенно это превращалось в такое привычное состояние. И либо у тебя покой, либо когда тебе нужно, какая-то там суета какая-то возникает. Но все реже и реже эта необходимость возникала, поэтому покоя больше в жизни. Вот. Такие примеры. Поэтому пробуйте, ищите свои. Но основная задача – это расслабиться, утихнуть и отступить от этих мыслей, от этой суеты. Есть еще один момент, который тоже важен и помогает. Если вы задумаетесь, где вы пребываете в тот момент, когда вы думаете, когда вы вот общаетесь, или когда вы, как правило, люди пребывают, вот, ощущают себя, осознают себя вот где-то в передней части головы, потому что тут глаза ближе, мы визуалы в большей степени. Получаем оттуда информацию и туда же отдаем, и вот так вот мы. И когда мы ощущаем себя здесь, это говорит о том, что у нас работает как раз-таки вот этот нижний слой ума, реагирующий, такой ум, нужный для такого буйства. Вот эти обезьяны, синь называют его.
А если вы мысленно возьмете и к себе в затылок вот так отшагнете, то вы запустите более глубинный разум свой, более глубокий. Если вы себя осознаете где-то чуть в глубине своей головы, и заходя в медитацию, можно делать следующее. Сели, удобно. Посмотрите, что вам сейчас удобно. Если вам через 5 минут ум начнет говорить, что у вас тело там неудобно себя чувствует, ну вот сейчас убедитесь. Позвольте себе сесть комфортно. Закройте глаза и сделайте несколько таких осознанных дыханий буддийским способом вперед. Да? На вдохе живот вперед, на выдохе назад. И это сразу же вас успокоит. Отшагните назад к себе в сторону затылка и визуализируйте озеро, поверхность воды какую-то. И не торопитесь никуда, все равно будет шумно, все равно будут какие-то звуки до вас долетать. Но вот учитесь не реагировать на них, не пребывать во взаимодействии с ними. У вас есть только спокойная поверхность воды. И успокаивайте. Итак, час практики. И в этот час, если у вас появляются там те же самые 3 секунды гладкой поверхности воды, потом 5 секунд, потом 10 секунд, а потом, глядишь, практически 50% времени вы сможете находиться. И это даст хороший результат. Удачной вам практики, всего доброго.